Экспедиция в Пакистан продолжается. Охотникам удалось добыть 2 выдающихся трофея. В этом фильме команда отправляется на поиски Синдского козерога. Поистине трудовая охота. Триумфальный финал. Я готов. Добро пожаловать в горячий Пакистан. Мы в Карачи. Сейчас направляемся в район охоты. Место называется Шинурань. Ехать примерно пару часов. Мы приехали на базу охотничью. Комфортабельный, красивый лагерь. Куча всякого дизайна. И тут он вышел. На том ровном месте, на котором мы его и оставили из вида. Говорит, вчера разведчики, которых посылал, видели здесь 40 плюс козерога. Если мы найдем, тоже постараемся добыть. Это хороший размер. Этого больше нет, а вот этот рогатый еще жив. Это был 3-й день охоты. Из лагеря выехали по темноте. Какие пули ты используешь? Бергер. Это Бергер. Элит Хантинг. 195 грейн. Эти пули отличаются от обычных целевых пуль более тонкой оболочкой. При попадании в цель пуля лучше раскрывается. Особенно актуальны в горных условиях, где требуется мгновенное и сильное ударное действие. Дорога до точки заняла около часа. Синдский козерог. Нужно будет сейчас ползти вверх потихонечку, потому что козероги все водятся вверху. Но я думаю, что мы преодолеем эту историю. Проводник повел команду по заготовленному маршруту. Сейчас козероги находились на вершинах, но с наступлением жары они начнут спускаться вниз. Надо успеть занять выгодную позицию. Че встали, непонятно. Видимо, дают нам передышку. Надо идти, да? Да. Козероги совсем рядом. Они спускаются. Разведчик сказал, что скоро они будут здесь. Нам надо подождать. Палящее солнце поднималось над вершинами, и пустыня постепенно раскалялась. Проводники замерли в ожидании. Вижу группу на 12 часов. Самцы казались некрупными. Проводник скомандовал ждать. Which one? Ждем. Позиция для выстрела была не очень удобной. Они уходят. Смещаются направо. Животные почуяли охотников и рванули в сторону ущелья. Я правильно понимаю, что никто не протупил там, да? Нет, он сказал ждать, не стрелять. Я думаю, они спрятались в том ущелье с камнями. Надо подойти ближе. На первый взгляд, раскаленные камни были пусты. Говорит, надо оставаться здесь, если пойдем поджимим, нас учуют. Надо ждать.
Проводник предложил залечь на дно и подождать, пока козероги выйдут из ущелья. На этот раз убойная позиция была тщательно подготовлена. Хорошие сошки решают все. Мы считаем, что козероги, эти 5 самцов, прячутся в этом ущелье. Толкать их опасно, потому что если они побегут, то побегут быстро, и стрелять будет проблематично. Сейчас пошлем еще одного парня на разведку с другой стороны. Этот парень пойдет и толкнет зверя на нас. Будет недалеко и не так страшно далекий выстрел делать по бегущим. Просидели в засаде. Ну, такое испытание непростое. Солнце палящее. На солнце, я говорю, градусов 35. Спасибо любимому, что привез меня в лучшее место на планете. Я безумно счастлива. Там их точно нет, наверное. Да, конечно. Чего бы они стояли? Интересный факт. Местные егеря набивают на подошвы автомобильные покрышки. Они обеспечивают наилучшее сцепление с камнями. Были вчера большие, говорят, козероги, а сейчас они ушли. Надо двигаться. Я поговорил с разведчиком. Есть еще одна группа. Они очень пугливые, придется делать большой крюк. Один из фланговых разведчиков обнаружил 3 козерогов, пока непонятного трофейного качества, но стоит сходить посмотреть. Идти туда, наверное, где-то 1,5 километра. Природа Пакистана не славится красотой. Высохшие пустыни не оставляют шансов слабым. Здесь нужно уметь находить пропитание и выживать в самых жестких условиях. Томительные часы, проведенные под палящим солнцем, забрали много сил. Обезвоженный организм просил мягкое кресло, кондиционер и прохладный коктейль. Но километры сами себя не пройдут, а козерог сам себя не добудет. Запах. Вот они здесь любят тусоваться. Вот он. Yes. Козероги за тем склоном. Сейчас их толкнут, и они побегут сюда. А пока наберитесь сил. Надо вопрос, кого стрелять, да? Угу. Чтобы быстро мне говорили. Да. Выдался вечер загонной охоты. Животных гнал егерь на мопеде. Не удивляйтесь, это Пакистан. А они отсюда пойдут? Да. Они снизу пойдут? Загонщики стоят с двух сторон. У козерогов только один путь. Прямо на нас. Синдский козерог – это самый крупный представитель рода козлов. Обитает на юге Пакистана, очень пуглив, предпочитает недоступные склоны. Козероги живут в небольших стадах, которые насчитывают в среднем от 5 до 25 особей. У самок рога слегка изогнутые и относительно тонкие. Рога самцов изгибаются назад и могут достигать длины более метра. В жаркое время года они могут отдыхать на протяжении всего дня и активизируются только ночью. И тут произошло то, что должно было случиться. Осторожные животные скрылись от загонщиков и пошли в другом направлении. Говорят, козероги низом пошли. Преодоленные километры не принесли результата. Но это охота, и сдаваться еще рано. И звука. Ничего не сказала. Такая пи, только чуть-чуть, как аптечка выскочила, и все.
Молодец. Пора было возвращаться в лагерь. Это москиты. Ночью они особенно агрессивны, а некоторые могут заразить малярией. Поэтому вам лучше зайти внутрь. На следующее утро команда приняла решение пойти самым сложным путем. Проводник повел охотников к горной цепи, расположенной к северу от Карачи. Предстояло сложное восхождение на вершину. Если в Пакистане есть козероги, то сейчас они именно там. Вторая попытка добыть сингского козерога. Вчерашняя не увенчалась успехом. Горы такие серьезные же, и забираться нужно будет по-серьезному. Вот Илья рисует айбекса. Вчера мы это не сделали, поэтому мы не добыли. Наша традиция была сломана. Сейчас мы все починим. Вон за тем хребтом. За этой горой большой айбекс. Поднимались по руслу высохшей реки. Отсюда вершина казалась недосягаемой. Но, как говорят в Пакистане, глаза боятся, а ноги идут. По пути делали короткие остановки. На склонах могли находиться самки или другие животные. Если они обнаружат охотников и побегут, то соберут за собой всю живность в этих горах. А была ли сегодня разведка? Разведчики стоят на двух вершинах. Чувак сверху видит двух козерогов слева и справа. Рассказывает, что в прошлый раз они увидели козерога отсюда, на этой горе. Он зашел за нее. И они ее обошли, поднялись сюда и стреляли. Сейчас он сообщит направление, и тогда мы начнем подходить. Козероги на одной из этих вершин. Попытка, первый шаг к провалу. Впереди открывалось большое ущелье. Прямо на камне лежит к нам спиной. Он говорит, их там должно быть около 30 штук. 30? Да. Ну, стадо целое. Это очень глубокое ущелье. Там много деревьев, и поэтому плохая видимость. А зачем нам бить? Мы же знаем, где они есть. Не, я говорю, подходить. Мы идем не здесь, а вот по этой слева реке. И вот эту линию, где подходим, туда забираемся, и идем туда. И мы видим их сверху вниз. Понял, куда? Давайте сначала разберемся с ветром. Если он дует слева, мы не сможем идти по тому маршруту. First we have to confirm how many males are there, 4, 5, 10, how many. Then we make the approach. Сначала, говорит, надо убедиться, сколько там животных и какого они размера. Потом надо понять, куда все-таки ветер у нас дует.
Узбекистане не признают рации, поэтому разведка сообщает данные по телефону. Связь периодически пропадает, и информация приходит с задержкой. वो ग्रुप अलग है, वो है कम से कम उसमें 17 से 18 नर हैं। Парень сверху вот этого чувака в лесу не видит. Он видит большую группу 20-25 козерогов за той большой горой. Ну, я и говорю, вот там в цирке. А теперь начинается самое интересное. Угол подъема в гору резко становится крайне тяжелым. Температура на солнце зашкаливала. Это была долгожданная кульминация. И горы встают перед ним на пути. И он по горам начинает ползти. А горы все выше, а горы все круче. А горы уходят под самые тучи. Расскажите этому парню, сколько стоят ваши горные ботинки. Он говорит, можно попытаться взять вот этого. Ну, Он оценивает его как 36-37 дюймов. ну, Если хотим крупнее, надо лезть сюда. ну, мы же договорились. Абде. Вчера же мы не стреляли такого. Yesterday we didn't shoot like this. Я понял. Мы найдем самого старого. Они за той вершиной. Каждый шаг давался с трудом. Дыхание сбилось, и ноги отказывались идти. В такие минуты понимаешь, насколько сложно охотнику даются горные трофеи. Он говорит, что какие-то из козерогов на этой стороне, а какие-то напротив, с другой стороны. А некоторые в долине между нами. Вот здесь. Да. Оставался последний бросок наверх. Ветер дул в спину охотникам, и пугливые козероги, почуяв запах, уходили все дальше. Козероги сразу за этой вершиной. Сейчас мы незаметно поднимемся и попробуем подойти на 600 метров. Он говорит, козерог идет под теми черными камнями. Понял. Вот здесь вот навече. Can we see them from here? Там наверху еще реал есть. Если он нас увидит, то чухнет. И козероги тоже подорвутся. Подошли, ветер был от нас на них, в общем. Самки в одну сторону, а они потихоньку уже вверх поднимались. И проводник говорит, нет, типа, все, ушли, надо будет за их догонять, там, идти. Я говорю, какая здесь дистанция, там, 750, там, что-то 800 метров. Я говорю, не, нифига не пойдем, будем стрелять. Поднявшись на вершину, охотники обнаружили козерогов. Это были 5 крупных самцов. Животные насторожились и готовились скрыться за скалами. Проводники рассматривали группу издалека, размышляя, как быть дальше. Но Константин уже достал винтовку и готовился к выстрелу. Как позже признался Хамса, такого дальнего выстрела он ни разу не видел. Вот наверху стоит. Они все примерно одного возраста. Выбирай сам. Мне кажется, верхний. Наверху, да? Вниз голову, за down head. Один уходит. Надо выбрать из двух. Yes, two. Только не стреляй в темного. Какой? Переводи мне. Okay, explain now. Which one? The most, the highest.
Highest, highest one. Самый высокий. Который сам смотрит на нас. Looking us. Yes. Я готов. Стреляю. Oh, you shoot. Ты попал в него. You hit them. Going right. Бежит направо. Oh, he's down, he's down, he's down, he's down. Я видел, что он упал. I look at it. I look at him. Congratulations. Very good shot. Yeah, very good shot. Поздравляю. Это был невероятный выстрел. Very, very well done. Ну, выстрелили, пробежал метров 50, наверное, 60, упал рогами чуть-чуть. Подумали о том, что он раненый. He's standing. Standing? Yeah, he's standing. Он встал. And on the rocks. Того места где? I don't see it. Он направо убежал, чуть я его сейчас потерял. On the rocks. On the middle of the rocks, I see the horn. Он видит рога. И он лежит, он никуда не уйдет. Все. Соответственно, мы спокойно идем и все. We will go a little bit forward. Мы подойдем ближе. Дай знать, если он встанет. — 350, 349 у меня, да? Правее дерево. Я понял, я вижу его здесь. По-моему, выше прилетело. Его даже не колыхнуло. Ну все, он мертвый. Если он не среагировал, наверное, да. Хорошо, что Алена не пошла с нами. Потому что действительно это город для мужчин. Смотри, четко. Ага. Good это shot. Very good shot. Прям насквозь по диагонали прошла. Good shot. Bigger. Yeah? Yeah, very good. How many? Nice trophy. It's 36, 38 inches. Хороший выстрел, можно было не мучиться уже, не ходить. Вот все четко было. Вот. Здесь. Вот наш красавец, козерог Синдх. Очень тяжелая охота, жара 30 градусов, подъемы сумасшедшие. Стрельба классная, мне все понравилось. 750 метров, зверь добыт одним выстрелом. Четко вошла куда надо, сердце, легкие. Вышла рядом с животом. Зверь пробежал метров 40 и рухнул замертво. Старичок, сейчас будем считать, но видите, закрут очень серьезный. Самый крупный был. $37. 37 дюймов. С половиной. $10.5. Ему около 11 лет. 11 лет. Круто. 11. Ну что, ура! Пипим! Готово. Дошли, можно выпить с подиума. Легкотня. Привет!
Все было на высшем уровне. Пакистан интересная страна, неизведанная страна для нас, для охотников. Добыли 3 трофея, как и планировали. Время было очень ограничено, как всегда, но мы справились. Добыли мы козерога синдского, синдхского. Вот. Вот he said, give me. Потрясающая охота в очень красивом Пакистане. Блин, как она красиво издевается.